Всем привет, меня зовут Люба. Сегодня мы вяжем самые простые домашние носки, теплые, уютные. Вязать мы их будем в 2 нити. Я взяла 2 моточка пряжи. Спицы чулочные. Спицы я взяла 3,5 миллиметра. У меня укороченный 15 сантиметровый. Если у вас есть более длинные спицы, можете взять и их. Также нам понадобится крючок, либо иголка для сшивания трикотажных изделий, линейка, либо сантиметровая лента, ну и, конечно, ножницы. Пряжу я взяла Yarnart Merino Deluxe 50, здесь 49% шерсть, 51% акрил, в 100 граммах 280 метров. Вязать я буду в 2 нити. Из этой пряжи вы можете, если вы хотите ориентироваться на мою плотность вязания, взять плотность из этого видео, то возьмите пряжу примерно на 100 граммов, 140-150 метров. Я буду вязать женские носки на 40 размер. Я набираю 40 петель обычным способом на 2 спицы. Для того, чтобы наш край не был стянут, обычным способом набираю 40 петель. 2 и еще 38. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я набрала 40 петель на спицы, на 2 спицы. Сейчас мы будем переснимать на чулочные спицы по 10 петель на каждую спицу. Итак, переснимаем. Так, 2, 4, 6, 8 и 10. Берем еще одну спицу, снова переснимаем 10 петель. 2, 4, 5, 8 и 10. 10 на первой, 10 на второй. И у нас сейчас на вот этих удвоенных спицах 20 петель находится. Мы просто достаем одну спицу, вытягиваем. 2, 4, 6, 8, 10. Оставляем 10 спиц. И вот таким образом оставляем петли. И пересчитаем еще на последние. 2, 4, 6, 8, 10 петель. Все верно. Сейчас мы начинаем вязать. Если вы хотите сделать сразу бесшовное соединение, вы можете сделать сразу, то есть набрать еще одну петлю и соединить петли в круг незаметным способом. Вот этот носок, самый первый, который я вязала, я не делала соединение в самом начале, потому что мне не хочется работать сейчас с маркером. Поэтому в самом конце вязания я вам покажу, как незаметно сделать соединение так, чтобы сейчас мы не делали соединение петель в круг вот таким незаметным способом. В самом конце видео я покажу, как я это сделала. Итак, разворачиваем наши петли на 4 спицах. Таким образом, чтобы в местах, где у нас образуется как бы вот такой квадрат, не было перекрутов. То есть, чтобы у нас была единая целая линия. Мы начинаем сразу вязать резинку 1 на 1. Вы можете вязать также резинку 2 на 2, какая вам больше нравится. Я буду вязать резинку 1 на 1. То есть, вот смотрите, уже я начала сразу вязать наш носок, резинку 1 на 1. 1 лицевая, 1 изнаночная. Первый ряд немножко сложновато вязать, но дальнейшие ряды будут легко вязать. Лицевая, изнаночная. Первый ряд не стягивайте. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так со всех спиц мы вяжем просто резинкой 1 на 1 до необходимой вам высоты. Переходим на другую спицу. Первая у нас идет лицевая, то есть у нас каждая спица так и будет начинаться с лицевой, изнаночной, лицевой, изнаночной. Лицевая, изнаночная, лицевая,
изнаночная. Все, первый ряд резинки 1 на 1 я провязала. Сейчас нам нужно на каждой вот этой спице провязать 22 ряда резинкой 1 на 1. 22 ряда резинки 1 на 1 я провязала. Сейчас мы вяжем 5 рядов лицевыми петлями по кругу. Если вы хотите, чтобы вот это место от пятки было подлиннее, значит свяжите больше количество резинки, либо вот этого места от резинки до начала вывязывания пятки. Вот эту лицевую гладь. Можно ее связать повыше. Вяжем 5 рядов лицевой гладью, также по кругу. Все петли лицевые на всех 4 спицах. Все, вяжем 5 рядов лицевой глади. Все, 5 рядов лицевой глади я провязала. Сейчас мы переходим на вывязывание пяточной части. Для этого мы одну спицу сейчас уберем. Итак, вяжем сейчас только половину петель, которые у нас есть. Одну половину мы оставляем, вяжем пяточную часть. Итак, первую петлю провязываем, остальные 9 тоже провязываем. Провязали. Вот эту спицу мы убираем, она нам сейчас не нужна. И вяжем еще 10 петель с другой спицы, со следующей. Мы сейчас вывязываем пяточную часть. Вывязывать мы ее будем поворотными рядами. Все, первый ряд провязали лицевыми петлями, разворачиваем вязание, петель провязываем изнаночными. Первую петлю мы снимаем, первую петлю снимаем и вяжем изнаночными. Вяжем 20 петель, вернее 19, одну мы сняли, 19 петель мы сейчас провязываем полностью изнаночными. Сейчас мы вяжем высоту пятки, то есть мы вывязываем сейчас вот эту часть пятки, вот она, вот эту часть мы сейчас вывязываем, вот она, это пяточная часть, вяжем ее поворотными рядами, как я уже сказала. Итак, продолжаем вязать поворотными рядами и встречаемся на вывязывании самой пятки. Итак, я довязываю 13 ряд пятки, это последний, он изнаночный, потому что вывязывание пятки мы начинаем с лицевого ряда. Все, изнаночный ряд довязываем и начинаем вывязывать самое интересное в носках, это пятку. Вот эту пяточную часть мы сейчас будем вывязывать. Вяжется она очень быстро и просто. Это, на мой взгляд, самый простой способ вязания носков. Здесь ничего мудрить не нужно, ничего сильно высчитывать тоже не нужно. Сейчас покажу, как ее легко вывязать. Итак, у нас на спицах сейчас 20 петель. Мы делим эту сумму петелек на 3 части. Центральную часть, вот эту саму пяточную часть, вот эта пяточная часть, она состоит из 6 петель, то есть 20 минус 6. По краям у нас будет 7 петель, 2, 4, 6, 7. Девочки, маркеры вешать не буду, потому что количество петель небольшое, поэтому мы будем здесь просто считать. 2, 4, 6 это петли самой пятки и 7 петель боковинки пятки. 2, 4, 6, 7. То есть вот центральные 6 и по 7 петель будем вывязывать сбоку. Провязываем 6 петель. Первую петлю мы снимаем, вторая, третья, четвертая, пятая и шестая петля. 2, 4, 6, 6 петель провязаны. Седьмую петлю и первую петлю пяточную мы провязываем вместе за заднюю стенку петли. Вот таким образом. Провязали, то есть это у нас как бы получается первая пяточная петля. Провязали 1, 2, 3,
4, 5. Шестую пяточную петлю мы провязываем с первой петлей боковинки пятки. Также за задние стенки лицевых петель вводим спицу, провязываем лицевой. Все, мы провязали первый ряд вывязывания пятки. Сейчас мы разворачиваем вязание, то есть на правой спице у нас сейчас 6 петель, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все остальные петли у нас идут на левой стороне. Мы вывязываем изнаночную сторону. Итак, снимаем первую петлю, которая у нас самая крайняя. Вот она, первая петля снимается. 2 изнаночной, 3, 4, 5. И шестую петлю, вот эту, которую мы делаем убавление, шестую пяточную петлю вместе с первой петлей боковинки мы провязываем вместе изнаночной. Провязали, разворачиваем вязание, то есть вот наша пяточная часть уже вырисовывается, вот она. На правой спице у нас 5 петель осталось. Первую петлю мы снимаем, провязываем 4 лицевых. И вот эту последнюю петлю пятки, где мы делаем убавление, и первую петлю боковинки мы провязываем за задние половинки петель вместе лицевой. Пятка наша вырисовывается, разворачиваем вязание. Первую петлю снимаем, провязываем 4 изнаночные простые, 3, 4. И последнюю изнаночную пяточную петлю мы провязываем за передние стенки изнаночных петель вместе лицевой, вместе изнаночной, конечно же изнаночной. Вот они, 6 петель у нас пяточные так и остаются. Вот эту самые крайние мы провязываем вместе с боковинками петель. Снова разворачиваем, снимаем первую петлю, провязываем 4 лицевых обычных, 2, 3, 4. Крайнюю вот эту шестую пяточную петлю, то есть 1, 2, 3, 4, 5, крайнюю шестую пяточную петлю с первой петлей боковинки мы провязываем вместе лицевой. То есть здесь так мы вяжем до конца, пока у нас не кончатся вот эти петли боковой части пятки. Вот они. Пока вот они не кончатся, мы так и будем провязывать поворотными рядами. Снова снимаем первую петлю, 4 обычные изнаночные. И последнюю петлю пяточную вместе с боковинкой провязываем вместе изнаночной. Вот видите, пятка уже хорошо заметна, она вырисовывается, вывязывается, вернее уже. Первую снимаем. Здесь уже все понятно. И провязываем 2 вместе. Пяточная 1 петля и 1 петля боковинки. Разворачиваем на изнаночную сторону. Первую снимаем. 4 изнаночных простых. Последняя вместе с боковинкой. Последняя вот она пяточная петля с боковинкой. Конечно, нет такой пяточной петли. Это, так скажем, условное понятие, чтобы вам было понятнее. И продолжаем. Первую петлю снимаем, петлю пятки. 4 лицевые. Крайнюю пяточную мы провязываем с боковинкой. И все, уже у нас остается по 2 петли сбоку пятки. Снова снимаем, провязываем пяточные петли. Крайнюю пяточную, последнюю, мы провязываем вместе с боковинкой. То есть вот одна петля на боку сбоку осталась. Снимаем, провязываем 4. То есть одно и то же повторяем из ряда в ряд, пока боковые
петли у нас не закончатся. Закончили. Так. И последние 2 ряда мы сейчас провязываем. Снимаем первую пяточную петлю, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Вот она, последняя у нас 6-я пяточная петля и последняя петля сбоку. Все, вот у нас, видите, спица освободилась левая. Разворачиваем вязание на лицевую сторону и провязываем последний ряд пятки. Первую петлю мы снимаем, сняли, 4 лицевых, 2, 3, 4. Последнюю пяточную петлю вместе с последней, так, мне тут маленько слетело, последнюю пяточную петлю с последней боковинкой мы провязали. Все, пятка у нас готова. Пятка вывязана. Вот она. Вот она уже в готовом носке. Как выглядит? Готово. Итак, сейчас нам нужно поднять петли с боковинки. Здесь нам нужно поднять 7 петель. Вот эти 3 петли, которые у нас остались на пятке, мы возвращаем на одну спицу и на эту боковинку, и 3 петли на вторую сторону пятки. Итак, поднимаем петли таким образом. Я нахожу вот эту вот кромочную косичку, кромочные петли, вот они, кромочные петли, и за одну половинку вот этих кромочных петель я набираю 7. 2, 3, 4, 5, 6 и 7-ю петлю поднимаем таким образом, чтобы у нас здесь между петлями не образовалась дырочка. Мы поднимаем вот эту крайнюю косичку за одну половинку косички и как бы ее разворачиваем. Мы ее будем, вот мы ее обычно подняли, и нам нужно ее развернуть таким образом, чтобы она у нас была скрещенная. То есть вот так вот помогу пальцами, чтобы вам было нагляднее. То есть видите, вот такой скрещенной петлей она получилась. Вот она такая скрещенная. И сейчас мы возвращаем 5-ю спицу в вязание и провязываем лицевыми все петли вот с этой боковинки. Так, и вот эту скрещенную мы вот таким образом провязываем. Все, чтобы здесь дырочки у нас не было. И вот эти 3 петли, которые у нас, вот они, 6 петель, половину из них, половину из этих петель мы переснимаем на левую спицу. Все, 10 петель у нас снова на спице. Вот таким образом. Довязываем до следующего наборного края. Снова набираем петли на второй половинке нашей пятки. Также нам нужно набрать 7 петель. Находим вот эту крайнюю косичку, кромочные, которые мы снимали, и поднимаем 7 петель. И вот эту петлю, самую первую вот сейчас, которую я подняла, нам нужно ее перекрестить, чтобы не образовалась дырочки. Ну вот буду перекрещивать таким неудобным способом, но зато понятно. Вот так вот. И поднимаю еще 6. Раз, два, то есть 3, 4, 5, 6 и 7-я. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 3 петли у нас на вот этой вот левой спице. Сейчас вот эти 3 петли пересниму на правую, чтобы нам вот эту спицу вывести из работы. И ей мы продолжаем вязать. То есть мы вяжем вот эту первую скрещенную, чтобы не образовалась у нас дырочки. И провязываем. Так. Обычными лицевыми провязываем. Так. И вот они, 3 петли от пятки.
Вот таким образом получается у нас боковые петельки. То есть я сейчас немножечко так вытягиваю, они, конечно, немножко видны. Вот они, боковые петельки. Когда вы постираете носок, они будут практически вообще незаметны. Вот они, боковые петельки. Вот они с одной стороны и с другой стороны. Это у меня уже связанный носок. То есть, соответственно, я его вязала точно таким же способом. И сейчас мы провязываем само тело носка до убавлений. Вот оно, до убавлений. По кругу все петли мы вяжем лицевыми. У меня это 16 сантиметров. То есть я повторюсь, я вяжу на 40 размер ноги. То есть 39-40 этот носок вполне подойдет. То есть на 39-40, 16 сантиметров до начала убавлений. И встречаемся на убавках и будем заканчивать наш носок. Я довязала до необходимой мне длины основной части носка, а общая длина носка от пятки до начала нашего закругления 22 сантиметра. Я напомню, я вяжу на 40 размер ноги. На каждой спице у нас сейчас по 10 петель, и делать убавление мы будем в каждом первом ряду. Каждые первые 2 петли мы будем сейчас убавлять. Так как у нас 10 петель на каждой спице, мы высчитываем, то есть рядов у нас будет для убавления либо 8, либо 9. Если вы хотите более круглый носочек, то вы делаете 8 рядов убавления. Если хотите более остренький носочек, то вы делаете 9 рядов убавления. Итак, мы высчитываем 8 рядов. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот у нас 8 рядов. Примерно это 3,5 сантиметра. То есть вот это вот закругление у нас составит 3,5 сантиметра. То есть если вы не знаете, какую длину носка связать, то есть вы, к примеру, вяжете не для себя, а для кого-нибудь без примерки, то есть вы знаете итоговый размер ноги, да, то есть от пятки до самой выступающей части, самого выступающего пальца. Вот эту длину вы знаете. И судя из ваших расчетов по вашей пряже, то есть у меня такие расчеты, у вас могут быть совершенно другие расчеты. И вы вычисляете, какого размера у вас будет вот это скругление носка. Итак, начинаем делать скругление. Я буду делать круговое скругление. Мы делаем убавление, вводим спицу за задние стенки, вот таким образом, за задние стенки 2 петель, самых крайних, и провязываем их вместе лицевой петлей. Готово. Все остальные петли, у нас осталось их 8, 2, 4, 6, 7, 8, вот, и вот у нас получилось 9 из 10, мы провязываем обычными лицевыми. Все, первую спицу мы провязали. Сейчас у нас осталось 9 петель на спице. 2, 4, 6, 8, 9. Далее делаем убавки. Также вставляем спицу за задние половинки 2 крайних петель. Вот они. И провязываем 2 петли вместе. Провязали. И еще 8 петель. 2, 4, 6, 8 мы провязываем просто лицевыми. И так по кругу в каждом ряду, в каждом последующем ряду, на каждой последующей спице мы делаем таким образом убавление. Первый ряд убавлений я закончила. Сейчас делаем второй ряд. То есть мы делаем убавление в каждом ряду сейчас и в каждой спице. Все, 7 убавлений я сделала. И буду делать сейчас последний ряд с убавлениями. Также в начале каждой спицы мы первые 2 петли убавляем. И оставшиеся провязываем, ну, в данном случае по одной петле. И так до конца ряда. Все, убавление мы сделали. Итак, отрезаем нить примерно 10 сантиметров. И сейчас по очереди крючком я буду протягивать, стягивать наши петли. Вот эту спицу мы вытягиваем. Я зажимаю вот эти 2 петли пальцем, чтобы они у нас не распустились.
Вставляю крючок и захватываю кончик. Протягиваю. Удобнее, возможно, вам будет вот это вот стягивание сделать иглой трикотажной. Но мне сейчас ее под рукой нет, я сделаю все крючком. Все, я полностью кончик, вот он такой получился. Смотрите, у меня более выраженное получилось закрытие, то есть оно как бы у нас по верху вот это закрытие получилось по лицевой стороне. Вы можете также закрывать за передние стенки вот этой лицевой петли. Я люблю, чтобы вот именно кончик носка был вот именно таким ярко выраженным. Вы делаете, конечно, на свое усмотрение, как вам больше нравится. Выворачиваю немножечко носок, вставляю крючок в центр, втягиваю вот этот хвостик. Все, и с изнаночной стороны уже делаю закрепление. Хорошо стягиваем. Вот у нас так выглядит, вот так красиво выглядит изнаночная сторона носочка. Кому-то нравятся носки именно с изнаночной стороны. Так, все, делаем узелок. Сейчас вот крайнюю какую-нибудь петельку я вставлю крючок. Так, сделаем узелок для того, чтобы у нас ничего не распустилось. Вот такой симпатичный домашний носочек у нас получился. Я бы даже сказала, новогодние носочки. И сейчас смотрите, если вы не делаете соединение рядов, соединение петель в круг сразу, как и я, при вязании носков, потому что мне приходится иначе вешать маркер. Вязать носки с маркером я не люблю. И вот сейчас мы находим вот эту петельку от начала наборного края. Вот она. Видите, она как бы узелком выглядит. Вот так. На белых нитях не очень хорошо видно. Вот она. Вот она. Мы подцепляем под вот этот узелок крючок. Желательно взять крючок чуть-чуть поменьше. Ничего, сейчас мы этот протолкнем крючок. Захватываем вот эту нить от начала ряда. Продеваем ее, нить эту, через этот узелок. Готово. И сейчас что мы делаем? Мы возвращаем вот этот кончик в место, откуда она сейчас выходила. Вот таким образом. То есть с изнаночной стороны, вот, видите, откуда у нас нить выходила. Я сюда возвращаю крючок. Захватываю вот этот кончик от наборного ряда. И делаем вот такое красивое незаметное соединение. То есть никто даже никогда не увидит, что у вас здесь есть какое-то соединение. Все, и прячем вот этот вот кончик по ходу косички с изнаночной стороны. С небольшой резинкой, то вы прячете вот этот кончик с лицевой стороны, потому что вот таким образом у нас будет заворот. Вот так. То есть вы прячете вот этот кончик вот с той, с лицевой стороны. Вот таким образом прячем хвостик. Ну, конечно, лучше спрятать его подлиннее. Можно даже спрятать до самого конца резинки. И ненужный хвостик мы отрезаем. Вот такие вот классненькие носки домашние у нас получились. Здесь можно также добавить, чтобы была не только лицевая гладь, можно здесь связать косы, либо какой-то ажурный узор. Сюда можно придумать. Я люблю обычные простые носки без дополнительных элементов. Приятного вам вязания и до новых встреч в новых видео. Пока!